Здравствуйте, добро пожаловать на Ламрим, шаги на пути к просветлению. Мы говорили о нирване, как достичь нирваны, и как это будет, если я достигну нирваны. И я люблю рассказывать своим друзьям, как я рос с 4 братьями, и как мы все время ссорились. И мой младший брат, у меня 2 младших брата, он был рад меня расстроить, и он так сильно старался меня расстроить, а я был известен в семье как человек, которого никто не может расстроить, но он мог. И если ему удавалось меня расстроить, он очень радовался. «Ха-ха-ха, я тебя расстроил». Он мог делать странные вещи. Так что если я достигну нирваны, никто не сможет меня расстроить. Никогда, никто. Даже мой муж или жена. Никто не может меня расстроить. И тогда вы знаете, что достигли нирваны, и это и есть нирвана. Итак, мы говорили о достижении нирваны, и мы говорили о 3 тренировках, которые помогут вам попасть туда. Одна из них — это хорошо относиться к другим людям, нравственность. Вторая — медитация. И третья — это понимание ручки, понимание пустоты. Теперь мы подошли к части обучения, и мы говорили о том, что хорошо относиться к другим людям — это основа учения. И если кто-то в городе хорошо относится к другим людям, значит, буддизм существует там. Даже если люди не верят в буддизм, это не имеет значения. И теперь он говорит, он продолжает. У нас есть такое выражение в буддизме — «лорд Дармы». Например, «я мастер Дармы». Можно сказать «мастер Дармы». Итак, кто такой мастер Дармы? Что такое мастер Дармы? И некоторые люди говорят, это Геша. Геша переводится как мастер Дармы. Вы должны быть мастером Дармы, вы Геша. И он говорит, послушай, он говорит здесь, мастер Дармы не означает Геша, который сидит на месте учителя и обучает буддизму. Он говорит, это не мастер Дармы. И тогда кто-то его спросил, а кто такой мастер Дармы? И он говорит, человек, который хранит обеты в своем сердце, это мастер Дармы. Тогда он продолжатель родословной, он лорд Дармы, он мастер Дармы, он продолжает родословную Будды, он сохраняет традицию буддизма в мире, если хорошо относится к другим людям. Это мастер Дармы. И я думаю, это моя работа — находить фотографии, изображения, которые будут напоминать нам о каждом пункте. И я нашел вот эту картинку, и это женщина, и она сидит, не знаю, в своей комнате, и угадайте, что она делает. Она пишет налоговую декларацию за этот год. И это очень напряженное время в любой стране, я думаю. И правительство ожидает, что вы закончите оформление отчетов и подготовитесь к оплате налогов. Итак, это мастер Дармы. И я выбрал фотографию мастера Дармы. Это мастер Дармы. Это женщина, мастер Дармы. Она настоящий мастер Дармы. У нее нет этой шляпы Геши, у нее нет четок в руках, она не звонит в колокольчик, но она мастер Дармы. Почему? Почему? Она держит свои обеты, понимаете? Почему? Она платит налоги, 100% налогов. Если вы хотите быть действительно крутым человеком Дармы, если вы хотите быть суперменом Дармы, тогда заплатите 105% ваших налогов, заплатите 108%. Закат — автоматическое пожертвование для бедных. Платите больше налогов, чем вы должны. Она мастер Дармы. Почему? Она вовремя платит налоги. Потому что они помогают всем людям в стране. И поэтому она настоящий мастер Дармы. Она не преподает буддизм, сидя на троне в большой желтой шляпе со всеми этими колокольчиками и штучками. Она настоящий мастер Дармы, и это не метафора, это в буквальном смысле. Она настоящий мастер Дармы. Итак, хотите найти мастера Дармы? Ищите кого-то с подобного, хорошо? И следующее предложение.
Если вы будете изучать письменные учения буддизма, если вы пойдете в организацию CIP под руководством Джона Брэди и изучите миллионы страниц, которые они сберегли по всему миру, тогда мы сможем называть вас мастером письменной дармы, физической дармы. Мы сможем называть вас мастером дармы, физической дармы. Но если вы держите обеты, которые обещали держать, хорошо, я не буду убивать, не буду воровать, не буду причинять вред отношениям других людей, не буду лгать, не буду употреблять алкоголь или наркотики. Если вы следуете этим обетам, тогда вы мастер дармы истинных учений, сокровенных учений. Учения как идеи. Существует 3 уровня обетов. Базовая доброта к другим людям. Потом обеты бодхисаттвы. Я буду стараться стать Буддой, чтобы помочь всем людям. И затем тайные обеты. Я буду стараться сделать это за одну жизнь. Но эти обеты, он говорит, эти обеты, те, что вы можете практиковать прямо сейчас. Они прямо у вас в кармане. У всех они есть. Каждый должен соблюдать эти 10 хороших поступков. Они вам доступны. Оборудование мастера Дharмы уже в вашем кармане. И затем на следующей картинке вы видите свет мира. И я ищу в интернете легальные изображения, которые я могу показать вам, ребята. И когда я смотрю, когда я печатаю «счастливый человек», лицо этого парня все время появляется. Для меня он выглядит очень счастливым. Мне нравится эта фотография. Он выглядит, как будто сияет светом. И вот что говорится здесь в тексте. Пабонка Ринпоче цитирует сутру. А сутра говорит, человек, который хранит нравственность, сияет. Он сияет светом. И христианство говорит о том, чтобы светить миру своим светом. Не прячьте свою доброту. Пусть ваша доброта сияет. И это в точности та же идея. Конечно, всякий раз, когда приводятся цитаты из древней книги, я люблю читать саму книгу. И мне нравится медленно идти по Ламриму. Мне нравится наслаждаться им как прекрасным вином. Мне нравится наслаждаться вкусом. Итак, я собираюсь отвести вас к этой сутре. И давайте прочитаем весь раздел этой сутры. Итак, сутра называется... И этого вы здесь не увидите, она не является частью этого Ламрим, но он цитирует ее. И я привожу эту цитату для вас. Я подумал, что вам понравится это больше в контексте. Итак, поехали. Эта сутра называется Шила Саньютта, что означает сутра о людях, которые следуют нравственному поведению. Так называется сутра. И она в стихах. Пойдем дальше. Jidami sutang mirungta deshin sutim mena chemitong jita kamen namju kala nu deshin sutim mena taming. You're very famous. Очень известная. И пойдем дальше. Человек, который держит свои обеты, как сияющий свет для всего мира. Люди, соблюдающие свои обеты, следящие за своей нравственностью, они становятся по-настоящему знаменитыми, красиво знаменитыми. Не как эти знаменитые преступники или известные политики. Человек, который держит обеты, по-хорошему знаменит. И поэтому они всегда счастливы, они всегда чувствуют себя счастливыми. Если вы
ведете себя нравственно, если вы хорошо относитесь к другим людям, тогда после смерти вам не о чем беспокоиться, вы попадете в хорошее место. И люди, которые следуют обетам, попадают в нирвану, а другие люди нет. И если кто-то возьмет нож и выколет вам глаза, если кто-то вырвет ваши глаза, вы не сможете видеть ничего. И человек, который плохо обращается с другими людьми, слеп дарме. Он никогда не поймет дарму, как будто бы выкололи ему глаза. Человек, который плохо относится к другим людям, покупил свои глаза так, что не может видеть дарму. Он может годами сидеть на учениях по Ламриму и ничего не поймет. Если кто-то отрубит вам ноги, вы не можете подняться на вершину Эвереста. Если вы нехорошо относитесь к другим людям, если вы не добры к другим людям, забудьте об остальном в буддизме. Человек, не ведущий нравственную жизнь, никогда не обретет свободу. Любое место в мире, где есть хоть один человек, который хорошо относится к другим людям, мы можем сказать, что в этой части мира есть свет. Там нет тьмы. Та часть этого мира свободна от тьмы, от духовной тьмы, покрыта светом. Если есть хоть один человек, который хорошо относится к другому человеку в этом мире, и они находятся в доме, тогда я в этом доме. Будда говорит, тогда я в этом доме. Очень красиво. И он говорит, этот дом не пуст от меня. Так что он почти что шутит по-буддистски, понимаете? Он говорит, если один человек в доме хорошо относится к другим людям в доме, тогда в этом доме нет пустоты от Будды. Это значит, я здесь, я здесь. И он вовсе не метафоричен. Если бы у вас был выбор, захотели бы вы, чтобы исторический Будда пришел к вам домой и пообедал с вами? Или вы предпочитаете, чтобы человек, который соблюдает свои обеты, пообедал с вами? Тогда выбирайте человека, который соблюдает обеты, потому что это настоящий Будда. Это настоящий Будда, не исторический Будда, понимаете? Это круто. Это очень красиво. Он говорит, что если человек хорошо относится к другим людям, то в этом месте есть свет. В этом городе есть свет. Если человек хорошо относится к другому человеку, я нахожусь в этом городе. Я все еще там. Я нахожусь в этом городе. И ты облегчил мне жизнь. Ух ты! Будда сказал нам, послушай, мне нужно заботиться о многих людях, и это стресс. Это все равно, что быть мамой кучи детей. Я должен быть везде во Вселенной. Я должен постоянно наблюдать за всеми. Гуаньинь, верно? И это означает продолжать слушать на случай, если кто-то скажет, «Мама, мне нужна помощь». Авалокитешвара, кому нужна помощь, кому нужна помощь. И Будда говорит, вы хотите уважить Будду? Да. Дайте мне передохнуть. Что такое передохнуть? Это похоже на то, когда приходит няня и забирает Амалию от Ника и Эрин и говорит, вы, ребята, отдохните, вы, ребята, идите в Butterfly Burger. Я позабочусь о детях. Я присмотрю за детьми. Я присмотрю за Амалией. Или за Эвой, ребенком Адама и Кэти. Не волнуйтесь, я присмотрю за ребенком. Поэтому Будда говорит, что если один человек в одном месте хорошо относится к другому человеку, я могу передохнуть. Потому что он обо всем заботится. Теперь он няня. И это очень красивое слово. Это место, куда мне не нужно вмешиваться. Я могу позаботиться о других местах, потому что об этом месте уже заботятся. Это очень красиво. И это тоже цитата, я нашел ее для вас.
It's from Dua Shung Tampa, Это which is из, called The Perfect Book on Morality. которая And this называется quotation was «Совершенная hard to книга о find, and нравственности». some people have not been able to find И it. эту But цитату было трудно, because и we have некоторые John люди не Brady's смогли ее database, найти, но благодаря I was тому, able что у to нас find есть it. база данных Джона Ngaicho te Брэди, я Noah смог найти Trapadan, ее. Noah Kyopadan, Rata Noah Kyopadan, Ngaicho te Matomba Trapadan, Dua Zembe Kansa, Deta Chokana Nepa, De Chok Sedation Shaper, Tugle Chungwa Gyuro. I can take a break. Я могу Okay, so the ending передохнуть. is the clue. Так что концовка — это And we ключ к found it in разгадке. that text. Мы шли Okay, это в cool. том тексте. Rangne per kanchen la chi gyakap na mebe kechu. Okay, nene, А потом он, you know, знаете, old Tibet, старый Тибет, where my teacher откуда came from. приехал мой So my учитель, teacher grew up и in мой Tibet учитель вырос в Тибете in в the 1920-х, 1920s 30-х and годах. В старом in old Тибете Tibet, у they них didn't не have было cars. машин, They у них didn't even даже не have было bicycles, велосипедов. you know. И And есть история, anyway. There's a story about the first aluminum есть pot that история made it о to первой Tibet. It became a алюминиевой famous кастрюле, которая попала в So Тибет. anyway, Она these стала things weren't известной there. вещью. Says Так или Pabonka иначе, Rinpoche, этих вещей там не было. И who's Пабонка speaking Ринпоче написал probably это, in the наверное, в 1920-х годах, я думаю. 1920s, I'm guessing. И He он says, говорит: "Look, we aren't слушайте, like мы не those other такие, как countries. They другие have страны. steamships, У них есть they have пароходы, airplanes, у них есть they have самолеты, cars, у you них know. есть машины. We're just sheep herders and А мы yak всего herders. лишь пастухи овец и We're here яков. in the Himalayan И мы mountains. We здесь, don't в have any of that Гималаях, stuff, и у нас okay? нет ничего из But этого. we Но у got нас тут one есть thing одна here, вещь. okay? У нас We got есть дарма. dharma. Okay, И у they них got есть airplanes, they самолеты, got cars, у них есть машины, they got у них ships. есть корабли. Okay, Ладно, that's это cool, but круто, we got но у нас dharma. есть That's what дарма. we got. Вот что у нас есть. And it's И это Chelyun Pendek Itzawa. It's the only thing that can really make you happy. Это A car единственное, cannot что make you действительно happy. может сделать вас Airplane can- счастливыми. It's nice to have a Автомобиль car. не может сделать Dharma вас people should счастливым. have a car. Самолет. Dharma Хорошо people should иметь have машину. airplanes. Dharma people Люди should have дармы ships. должны иметь машину. it's- Люди it's дармы not должны иметь necessarily gonna самолеты. make you Люди дармы должны иметь корабли. But we Но got the это thing here не in our обязательно сделает вас We счастливыми. got the Но у dharma. нас есть что-то в нашей Chaldan стране. means У нас it есть makes you дарма. happy day to day. И And это it makes you означает, happy это after you делает die. вас It takes счастливыми care изо of дня you в день. after И you это die, делает вас okay? счастливыми после смерти. Sanget Это то, что Tambadin. позаботится о вас после вашей смерти. Dead talk, mitak ni, dead talk, mitak ni, kambadan, mimangwadan, chunze dawa so minki. So how do we know the dharma's Как in мы good узнаем, shape что дарма in a развита в country? стране? You know, how do we know that the dharma is Откуда мы strong знаем, что дарма in a сильна в country? стране? How can you tell Как вы whether можете or not знать, dharma is сильна strong ли in в a стране country? дарма? Well, Kangba, it doesn't И depend on how это many не tall зависит buildings от you того, have in your сколько country. высотных зданий есть в вашей Ni стране. mangwa. It doesn't have Это anything не to имеет do with никакого how big отношения is к the тому, насколько population of your велико country. население вашей Chunze страны. dawa so. It doesn't even have to do with Это даже не связано с тем, насколько красивые подношения вы делаете в храмах или в церквях. Дело не в этом. Tembe tsawa so so tarpet suchim dinyi no nakne. If someone is Если being кто-то nice to хорошо another относится person, к другому then человеку, we can say that country is advanced. тогда мы можем сказать, что And страна that country is развита, progressed. что эта страна And that прогрессирует, country is эта modern. страна That современная, country is an эта important страна country. очень That важная country is a страна, superpower. эта страна сверхдержава. If one- И если if a few несколько people человек пытаются хорошо trying to be относиться nice к to другим other people, людям, то then эта that country страна is a superpower. It сверхдержава. doesn't depend on Это how не many связано rockets с or тем, bombs сколько you have, ракет или things like бомб у that, вас okay? есть или It's a very что-то в beautiful этом idea. роде, понимаете? Okay. И это очень красивая Deni идея. number tapa shik machungwa. Now, А suppose you теперь, start to предположим, lose вы начнете the терять dharma in дарму your в своей country. стране. Suppose you had the dharma. Предположим, у вас была Or, you дарма, know, Lam или Rim видео Ламрим videos попало в reach интернет в вашей your стране. internet in your country, okay? But Rangyu La Nup, and we have a picture here. И у нас есть здесь картинка. This is a picture I Это took near my фотография, house, которую я сделал okay? возле It's a своего дома. sunset, near my house. And the other day was my partner's Это birthday, закат Veronica's солнца рядом с моим домом. На We днях took a был long день hike. рождения моей спутницы Вероники, и мы It's like an ходили hour в and a большой half, and you поход. climb this Это примерно tall mountain. 1,5 часа, когда ты взбираешься на from up высоченную there, гору. И оттуда мы we watched смотрели, the как sun go садится down. солнце. And И это was a был strange странный sunset, закат.
Обычно солнце здесь очень яркое, но когда оно начало садиться, это черное облако начало опускаться на солнце. И это было довольно странно, знаете? Сначала солнце становилось все тусклее и тусклее, а затем нашли эти черные тучи. А потом солнце пропало. По-английски мы говорим, что солнце зашло. И все стало темным и серым. И нас это застало врасплох. И в тот момент мы как раз наслаждались десертом. У нас был пикник. И у нас не было времени, нам пришлось бежать домой, потому что темнело. И почему мы говорим об этом? Пабонка Ринпоче говорит, есть места, где солнце садится в вашем сердце, внутри вашей груди. Солнце садится, и ваше сердце становится темным, и ваша грудь становится темной, и солнечный свет уходит, и темнота начинает приходить в ваше сердце. И он говорит нечто очень сильное по-тибетски. Он использует глагол «нуп», что означает «солнце зашло в вашем сердце». Итак, если вы не можете быть добрыми к другим людям, день за днем, час за часом, минута за минутой, то Дharma зашла в вашем сердце. Солнце Дharмы зашло в вашем сердце. Возможно, учения Дharмы распространились через интернет. Огромная заслуга Тима Лоунхоупта во много-много стран. И, может быть, Дharма распространилась во многие страны. Интернет понес Ламрим во многие страны. И команды по 100 с лишним волонтеров переводят его на многие языки мира. Но если вы нехорошо относитесь к другим людям, Дharma умерла в вашей стране. Понимаете? Очень-очень грустно. Солнце зашло в вашей стране. Не имеет значения, что это есть в интернете. Не имеет значения, что это распространилось на вашу страну. Не имеет значения, что вы переводите это. Если переводчики плохо относятся друг к другу, тогда Дharma, тогда солнце зашло. И это очень печально, это ужасный образ. Мне это не нравится. Пойдемте дальше. Это очень-очень известная сутра, называется Самадхираджа сутра, что означает сутра «король медитации». И это очень известная сутра под названием «король медитации». Очень красивая сутра. И она действительно похожа на начало руководства по медитации. Хорошо, предположим, что кто-то в течение миллиардов лет, равных по числу песчинкам в реке Ганг. Река Ганг, чтобы пересечь Ганг по мосту, иногда требуется целый час. Она огромная. Итак, представьте себе все капли воды или все песчинки в реке Ганг. И каждая равна миллиарду лет. Каждая песчинка — это миллиард лет. И в течение этих многих миллиардов лет с огромной верой вы преподносите Будде прекрасный ужин, или изысканные напитки, или зонтики от солнца для церемонии, или такие буддийские флажки, которые развиваются. Или вы преподносите масляные лампы на протяжении миллиардов лет, и не одному Будде, а десяткам миллионов Будд. И вы делаете эти подношения в течение миллиардов лет. А с другой стороны, и это прекрасно, когда становится трудно, когда все в мире становится трудным, когда в мире есть проблемы, когда есть вирус, когда денег немного и еды немного, в нашей стране туалетной бумаги немного, иногда становится трудно, и это очень красиво. Когда люди забывают о доброте друг к другу, когда люди боятся, и люди держатся за свои деньги, люди держатся за свою еду, они не делятся с другими.
В этот момент дарма умирает в тех странах, потому что люди плохо относятся друг к другу. Но если есть хоть один человек в те опасные времена, темные времена, времена вируса, если есть один человек, который хорошо относится к другому человеку, хорошие семена и хорошая карма, созданная человеком в темные времена, более ценна, чем у человека, который делает миллиарды подношений Будде, когда все идет хорошо. То есть человек, который хорошо относится всего лишь к одному другому человеку во времена вируса, человек, который щедр к другому человеку в трудные времена, создает большую карму, чем миллиард человек, которые делают подношения вегетарианских гамбургеров миллиарду Будд на протяжении миллиарда лет. И я повторю еще раз. И это не просто сказать, если один человек во времена вируса, когда все сложно, хорошо относится к другому человеку, то эта хорошая карма более могущественна, чем делать подношение миллиарду лам в течение миллиарда лет, когда все легко, в легкие времена. Так что я думаю, те из нас, кто сейчас изучает Ламрим, мы в таком счастливом месте. И сейчас очень много страха. Это темные времена, много страха и беспокойства. И если мы делаем одно маленькое, хорошее дело в это время, то это будет значительно сильнее, чем когда люди совершают хорошие поступки в течение сотен лет, во времена, когда это легко. Итак, нам повезло, что у нас такое трудное время. И я нашел цитату, и она совершенно верная. Это процитировано в точности правильно. Вы можете днем и ночью. Он говорит, это значит путы прошлого, настоящего и будущего. Это означает, любой человек, который достиг просветления раньше, любой человек, который достиг просветления сейчас, любой человек, который когда-либо достигнет просветления в будущем, это и есть Тусум, 3 времени. И Тутрук означает 6 раз в день. Вы останавливаетесь и делаете им подношения. Каждому Будде за всю историю, включая будущую историю, вы останавливаетесь и делаете им подношения. С одной стороны. И с другой стороны, вы находитесь в сложной ситуации, в мире опасной и страшной и тяжелой для всех. И вы проявляете один раз доброту к другому человеку, и тогда ваша хорошая карма больше, чем в первом случае. Понимаете? С одной стороны, те, кто делал подношения всем Буддам в истории, и с другой стороны, тот, кто сделал одну хорошую вещь для другого человека во времена вируса, его хорошая карма более могущественна. По-моему, это удивительно, и это очень хорошо для нашего времени, для этого времени. Это солнечный свет во время вируса. Любовь во время вируса. Сейчас самое время. И эти кармы, все эти кармы миллион раз сильнее в эти времена. Так что не спешите, расслабьтесь. Вы можете быть испуганы, вы должны испугаться. Это трудная штука. Вы можете беспокоиться, вы должны волноваться. Но время от времени берите паузу и делайте что-то действительно хорошее для другого человека. Пожертвуйте что-то, деньги или пищу, или свое время. И отдайте это кому-нибудь другому в это время. И тогда вы настоящий мастер Дharмы. Хорошо. Увидимся в следующем эпизоде.